Здравствуйте! Очень рада приветствовать вас, мои дорогие подписчики. Не люблю это слово. Мои теперь уже подруги после таких комментариев, но только подруженьки. Дорогие мои, очень рада поделиться с вами выкройкой, исполнить ваши желания, просьбы, построить выкройку-основу, которая бы пригодилась на любой размер. Сегодня я буду строить выкройку-основу с минимальными прибавками. Вам объясню, как выбрать прибавки, и вы выберете для себя удобные. Я очень долго думала над тем, какой же метод кроя вам представить, чтобы он был не заморочный, чтобы он был доступен людям с малым опытом или вообще отсутствием такового, а только человек учится. Вот, методов очень много, есть очень сложные измерения. Так вот, но 50% успеха работы пошива платьица зависит от того, как правильно вы обмеряете все обхваты, ширины, длины. От этого зависит 50% успеха. Даже если вы умеете очень ровно строчку проложить, очень сложные узлы обрабатывать, но если вы обмерили неправильно клиента или себя, платье будет испорчено. Ну вот, думая, размышляя, я решила, будет у вас подходящее на любой размер от 40 и до 70-го. Актуальна эта выкройка, этот метод кроя. Вы можете потом использовать ее в моделировании, и она вам будет очень полезна. Она универсальна, и она не требует многих профессиональных обмеров, которые ученику сложно правильно выполнить. Вот. Не требует она там каких-то геометрических замеров нашего тела, а самые общие, распространенные, которые вы можете посмотреть хоть в учебниках, хоть в интернете, где угодно. Что мы с чего начинаем? Девочки, как обычно, готовим материал, на котором мы будем работать. Бумага. Будет у нас небольшой такой, опять изюминка у меня. Для этого приготовьте вот такой кусочек кальки, именно что прозрачной кальки. Она вам пригодится и упростит работу при построении этой выкройки. Попрошу вас приготовить из плотной бумажечки полосочку вот такую, сложенную в несколько раз, для того, чтобы осуществить правильно объем своей груди, ширину проймы, ширину спины и даже ширину груди. Вторую. Вот. Как всегда, наши талмуды, то есть мерки, в которых обозначены припуски на свободу облегания, в которых будет обозначена выкройка без припусков на швы, и записаны все необходимые мерки. Для этой выкройки нужны такие мерки. Полуобхват шеи. Делаете замер. Вот моя лента. Делаете на своей шейке вот так вот, сами себе. Но рядом непременно должен быть помощник, который поможет вам сделать другие замеры. Находите вот ямочку, пальчиком сюда прижимаете этот край ленты и приводите к нему другой край ленты. Вот она, ваша мерка. Фиксируете пальчиком, внизу металл, вы его чувствуете, где соприкасаются два конца ленты. Фиксируете ногтиком, помогаете снять эту ленту и смотрите на это число. Записываете его в половинном размере. Нам нужны полуобхваты. Значит,
полуобхват шеи записали. Дальше, и мы сейчас по обхватам работаем. Нам нужен полуобхват груди. Для того, чтобы измерить, найти число, надо обмерить полный обхват груди. Профессионалы меряют их только аж 4 способа обмера этой груди. То есть наша задача пройти по лопаточкам, не ниже, потому что если вы будете обхват груди мерить ниже лопаток, это будет совсем другая величина. Вам нужно непременно захватить лопаточки. Непременно. У меня очень скользкая накидка на этом манекене. Значит, просите кого-нибудь, кто рядом с вами находится, человека, который поможет вам сделать эти замеры. Через самые выступающие точки груди, не натягивая, чтобы не вдавливался наш сантиметрик в тело, он идет четко, огибая ваши контуры на лопаточках, непременно, не под ними. Находите, где край ленты соприкасается с другим, записывайте эту величину и делите на 2. Вы получили полуобхват груди. Полуобхват талии. Значит, смотрите, как правильно народным способом определить, где наша талия. Да? На манекене очень удобно. Завязал, и ты все видишь. Но ведь мы не все такие, правильно? У нас вот будет платье 60 размера. То есть у женщины, обладающей таким размером, пышные, красивые формы. Вот. И такая фигура предполагает иногда талию, заниженную на животе, иногда сильно поднятую по бокам, или большое углубление на спине и идет вверх. Как нам правильно это замерить, определить, куда же нам эту резиночку привязать? Ничего сложного нет. Надо немножко просто потрудиться. Смотрите, вот я стою, вы видите мой локоточек, да? И вот его ямочка, внутренняя часть. Вот внутренняя часть нашего локтя, подсказывает нам, где у нас самое тонкое место на талии. И вот вы вот так стоите, и кто-нибудь, мама, муж, подходит и завязывает вам резиночку. Лучше резиночку, чем веревочку. Веревочка подвижна, резинка хорошо прижмется. А вы вот так стоите и ориентируете их на эти локоточки. Это первый способ. Второй способ. Ориентируясь на эти локти, мы должны спереди определить, а где же она спереди? У всех разные животики. Есть плоские, есть впавшие внутрь, есть выпуклые наружу. Как определить здесь? Здесь тоже есть дедовский хороший способ. В чем он заключается? Ищем наш пупик, ямочку, и от нее 2 ваших пальца вверх. Это и будет граница, куда пойдет резинка от наших локтей. Это такие простые ориентиры, которые очень доступны для учеников, которые еще не умеют так быстро это все приспособить, рассчитать. Значит, ориентируемся на локоточки и ориентируемся на 2 пальца выше нашего пупика. Есть! Обмерили нашу талию, разделили на 2 и записали полуобхват талии такой-то. Идем дальше по списку. Полуобхват бедер. Где наши бедрышки? Это можно замерить от этой резиночки на талии, опускаться ниже и искать самую выступающую часть ваших бедрышек. Но есть такие варианты, когда бедра имеют 2 выступа. У кого-то попка ниже, у кого-то выше, у кого-то она более плоская, у кого-то более выпуклая. Полнота ног. Здесь очень много факторов, которые могут вас отвлечь от правильной точки, где расположить бедрышко.
Значит, для этого я вам подскажу, когда будем откладывать на чертеже формулу, а так вы отмеряете от талии и до выступающей части бедра. То есть бедро вот, не вот, вот оно. Здесь просто на манекене они такие плоские. Вот, смотрите, видно, вот это бедрышко, вот оно прям видно, что оно бедрышко. Вот, классика 18-20 сантиметров. Но для пышных форм может быть и 21, и 22, и даже 23. И даже для пышных форм бывает высота бедра 11 сантиметров. Вот такое телосложение, вот такой скелет у человека. Так что бывает, конечно, исключения из правил, и их довольно много, что касается бедер. Обозначили. Будем строить чертеж, ширины на них обозначать. Я вам покажу формулы, как высчитать высоту бедра. Все у нас здесь записано. Значит, все это вы себе перепишите, сфотографируете. Идем дальше. Нам надо, мы уже обхваты замерили, которые нам нужны для этой выкройки. Вот еще один обхват у нас единственный. Это ширина плеча. Вы замеряете на своей ручке, которая будет прямо расположена, но не сильно вдавлена в тело. А вот в свободном падении рука, но которая вы определите самое широкое место на ручке и его обмеряйте. Его делить пополам не надо. Дальше. Бывает так, что ручка идет. Классика это когда она идет сразу на расширение, а бывает так, что ручка полненькая, и эта ширина продолжается ниже, и ниже она гораздо шире, чем вот здесь. Так вот, надо замерить самую широкую часть. Обхваты мы обсудили. Идем дальше. Нам надо длины. Замерить длины. Существует один способ. Я прошу прощения, упала у меня моя штучка, которой я буду вас учить еще. Вот. Замерить длину можно, профессионалы так в принципе и поступают. Одним махом сразу 3 мерки. Понимаете? Это очень просто, но немножко надо потренироваться. Сразу самой себе это нереально сделать практически, потому что надо и здесь держать, и тут направлять, и на лопатку, и через центр груди выводить. Но я вам его покажу, и вы, пожалуйста, будьте любезны, потренируйтесь с помощью кого-то перед зеркалом, кто вам поможет это сделать. Для того, чтобы делать обмеры, оденьте на себя облегающую маечку, вот безрукавку, можете с рукавом, футболочку, в которой вам комфортно, а она правильно на вас сидит и облегает хорошо вашу фигуру. Оденьте цепочечку. Это тоже подсказка небольшая. Эта цепочка или бусики покажут вам точку, от которой надо начать. Вот она, наша ямочка на шейке, да, высшая точка плеча. Это скос плеча пошел, а это высшая точка плеча. Так вот, бусики или цепочечка лягут именно в эту ямочку. И вы от нее будете отмерять ваши плечика. Или через нее будете мерять вот эту вот мерку, которую я сейчас вам покажу. Обратите внимание. Начинаем прямо, не уходя вот сюда. Так тоже можно замерять косые величины. От центра спины можно и сюда мерить, но вам заморачиваться этим не надо. Смотрите, как можно померить одним махом 3 мерки. Вот наша веревочка, указатель нашей талии, да? Вот пальчиком зафиксировали. Смотрим, что наша лента располагается ровно. Она не уходит сюда, не уходит туда. Она идет горизонтально себе, и вот она свободно лежит. Держите пальчиком, кто-то держит пальчиком вам. Держите пальчиком. Сейчас поверну манекен, чтобы вам было видно. Вот я держу пальчиком.
Моя задача, смотрите, ровно через самую выступающую часть груди, не утапливая вот сюда ленту, а вот как она свободно лежит, и вот хоп, и пальчиком прижать к границе этой веревочки. Смотрите, тем самым я сейчас руки отпущу, чтобы вам объяснять. Но вы поняли, да, как это лежит лента? Смотрите, тем самым, а здесь у нас цепочечка, ориентир высшей точки плеча, вы померили одновременно длину спины до талии, уже до высшей точки, не до 7-го позвонка, а уже до высшей точки. Длину переда до талии, до высшей точки, и высоту груди. То есть вы одним махом 3 мерки сняли. Потренируйтесь, вам пригодится это очень удобно и полезно. Если вы не можете это сейчас делать, берете элементарно. Эта выкройка не требует сложных замеров, мы будем высчитывать это по формулам, я вам покажу, но тем не менее, одну мерку от 7-го шейного позвонка мы меряем, не натягивая, не вдавливая никуда. Вот как она легла. И на спине это самая-самая удобная мерка, потому что вы пальцем всегда нащупаете, где здесь талия. Там ямочка, такая углубление. Вы хоп и замерили от 7-го шейного позвонка. Записали. В полном размере. ДСТ, длина спины до талии. Многие называют ДТС. Ну, хотя это нелогично. Длина, талия, спина, да? А длина спины до талии. Записали эту величину. Для более конкретной, детальной выкройки можете замерить и вот эту ДТС. Тогда вам это поможет высоту ростка не высчитывать по формуле, а уже у вас будет эта высота. В данном случае это не нужно. Можете замерить от центра спины, от этой ямочки, можете замерить наклон плеча. И вот когда вы будете в футболочке, у вас шов плечевой будет расположен на вашем плечике, на который вы будете ориентироваться, чтобы правильно измерить длину плеча и правильно замерять эти расстояния. Вы будете ровно до него дотягивать эту ленту. Нет у вас такой кофточки, станьте ровненько и обозначьте, вот оденьте все равно удобную кофту, пусть она даже будет не облегающая, но плечо лежит правильно. И вот возьмите и просто малярный скотч, он легко от одежды снимается потом, от цепочки до края ручки по этому шву проведите эту ленту, приклейте. И где ямочка, поставьте ручкой точку. И здесь поставьте ручкой точку. И тогда вам без проблем мерять все ширины через эту точку, что спереди, что сзади. Значит, замерили мы ДСТ от 7-го шейного позвонка. Есть. Вот эту величину мы высчитаем по формуле. Дальше, что нам нужно? Дальше, длина переда до талии. Длина переда до талии от нашей вот этой высшей точки плеча измеряется. Вот вы тут себе обозначили, где ваш шов, откуда мерить. Через высшую точку груди, не утапливая под грудь, ни в коем случае здесь все выточка съест. Не будет здесь ничего плохого, оно все уйдет под выточку, и ваша грудь будет хорошо видна. Продолжаем к нашей веревочке. Записываем это расстояние. Значит, у кого маленькие размеры, прошу обратить внимание, у кого маленькие размеры, вы можете эту мерку на чертеже откладывать непосредственно от талии и рисовать уже вот эту высшую границу плеча. У кого большие размеры, там идет, особенно когда пышная грудь, 8-й, 6-й размер, 10-й размер бывает и 12-й даже. Тем
Нельзя записать эту мерку, на чертеже сразу отложить эту мерку. Я вам покажу формулу, по которой правильно сбалансировать это расстояние, этот излишек, поскольку он получается у кого 10 сантиметров, у кого 8, у кого 12, даже у меня было в практике. Нельзя отложить и сделать выкройку переда на 12 сантиметров выше спинки. Ни в коем случае. Мы должны будем балансировать. Для этого существуют правила из учебников, формула, она простая, и мы это сделаем на чертеже. Значит, это мы сделали. Когда мы это замеряем, мы тут же видим и центр груди, самая выступающая часть груди. Записываем эту величину в полном размере ее. Высоту груди мы так и записываем. ВГ. Высота груди такая-то, такая-то. Длина переда до талии такая-то, такая-то. Записали. Наша задача записать теперь ширины. Ширина спины и ширина переда. Ширина груди. Одна ширина груди. Вторая ширина груди. А бывает в крое облегающем, очень плотно облегающем, то есть когда шьют корсеты, свадебные платья или платье-змея, которое полностью повторяет ваше тело и в нем практически невозможно ходить, но это обалденно сексуально смотрится. Значит, смотрите, профессионалы меряют это, обводя полный объем через лопатки на выступающую часть, через лопатки выше выступающей части груди, затем ниже лопаток на выступающую часть и ниже лопаток, ведя под грудь, то есть 4 варианта. Вам это не нужно. Объясняю вам простой способ. Не смотрите, что у меня широкенькая немножко футболочка, но вам будет все ясно. Смотрите, подмышечка, да? Вот она, подмышечка. Вы руку вот так вот можете поставить, вот ваша подмышечка. Как легко себя обмерить, имея помощника, всего-навсего одного. Сделали вот такую бумажечку, бумаженцию, видите? Она у меня уже изодранная, но ничего. Смотрите, на меня внимательно. Видите, я захватываю лопатки. Не под лопатки, вот ниже лопаток, на лопатке лежит. Видите? Вот, на лопатке вы завели, на спине на лопаточке стоите, при этом, естественно, ни в коем случае не старайтесь стать стройнее или наоборот, как естественно, потому что если вы пошьете, вам мастер пошьет платье на вот эту позу, а вы начнете ее носить в естественной позе, оно не будет сидеть. Только в естественной позе. И смотрите, вот локоточками, ручками прямо упирается в подмышку. Видите, вот треугольничек, дальше ему некуда идти. Вот треугольничек. Рука при этом свободна и прямо прижимает эту бумагу. Смотрите, что мы делаем. Мы вот из этой части подмышки, вот где ручка начинает расти, оттуда спинка уходит. Вот из этой части делаем наметочку ручкой. Вот, просто намечаем у самого края вот этого треугольничка, где начинается подмышка. Нарисовали с одной стороны и с другой. Помощник ваш рисует. Точно так же здесь у вас ручка в свободном падении. Треугольничек нашли, где пальчик упирается. Нарисовали ручечкой границу. Дальше. Мне немножко не хватает вот здесь бумаги. Через выступающие точки груди, не уводя из подмышки эту бумагу, не уводя. Ручки у вас ровно. Ваш помощник выводит эту бумагу на выступающие части груди. И вы рисуете 2 вот здесь отметки. Когда вы снимаете, вы получаете такую историю. Ширина спины, 2 ширины проймы и ширина груди через выступающие точки. Ширину груди, которую мы будем измерять выше нашей груди, проводя вот так вот, нам она в полном объеме не нужна. Смотрите, как это делается. Берете вот так вот ленту, вот, уводите пальчик, большой пальчик,
подмышку себе опускаете ручку и к этому пальцу приводите ленту. Точно так же и здесь. Пальчик поставила, к пальчику привела ленту. Когда захотела убрать, убрала и посмотрела на число. Это вы замеряете вот эту ширину груди до проймы. Если это у нас уже общая, тут и ширина проймы, и ширина груди, вторая, то это нам обозначит, а где же ляжет вот здесь рукавчик, чтобы мы тут не вырезали вот такую дырку, и у нас бюстгальтер сверху торчал. Или наоборот, сделаем тут такую ширину, что она уйдет на рукав. Это нам поможет определить, где же наша подмышечка, чтобы вот здесь пройму очень красиво вывести на плечико. Объяснила. Если будут вопросы, еще какие-то, может быть, чего-то я забыла, пишите, я непременно отвечу и обязательно объясню. Значит, ширину спины, ширину груди, ширину проймы мы замерили, но мы еще можем их рассчитать по формулам. Все в процессе работы вам подскажу, покажу, для того, чтобы вы могли это сверить. Замерили на себе, ага, посчитала по формуле и смотришь. Ой, боже мой, совпало. Значит, умничка, правильно померила. А если разница в 4 сантиметра, значит, ищите ошибку. Замер был сделан неправильно. Хотя в некоторых случаях, в таких ширинах, бывают ситуации, когда нестандартная фигура, когда очень большая грудь. И там может быть разница приличная, потому что эта фигура отходит от стандарта. Сделали. Нам теперь важно сделать мерку центр груди. Девочки, мы сами знаем, где у нас выступает на груди самое выступающее, да? Мы пальчиками чувствуем, а от холода они всегда торчат. Так вот это и есть ориентиры. Взяли и приставили один конец к этому выступающему и второй конец к этой жемчужинке выступающей. Записали в полном размере, а использовать на крое мы будем в половинном размере. Центр груди мы померили. Высоту груди мы померили. Нам осталось замерить длину плечика. У нас здесь цепочка висит на шейке, уже здесь и скотч приклеен, и ручкой нарисовано. Но вот только осталось приложить вот сюда ленту, и вы пальчиком, вот смотрите, шейка закончилась и пошло плечико. Ну вот эта ямка, она так хорошо чувствуется. Бывает, что у полненьких здесь немножечко отложение. Да ничего страшного, даже на полненькую шейку можно одеть бусики. И мы меряем от нее до края плеча. Ваша футболочка вам подскажет, где у вас край плеча, но если она вам не подсказывает, смотрите, вы вот идете по плечику и чувствуете, а здесь такая косточка, и дальше пошла рука вниз. Вот это и есть наш ориентир нашего плеча. Если из-за жировых отложений она не прощупывается, боже мой, поставьте пальчик на тот склон, где уходит он, падает с обрыва, поставьте и поднимите, опустите ручку, там обязательно что-то зашевелится, и вы границу нащупаете. Вот это и будет длина нашего плеча. Но поверьте мне, меньше 11 сантиметров на взрослом человеке она быть не может, если он не инвалид. Вот, такой особенности нет в природе, если только это не в силу заболевания, травмы и прочего, искривления позвоночника. У здорового человека плечо идет от 11 сантиметров, у взрослого человека. Замеряете, записали. Дальше, какое вы хотите платьице? В данном случае я запланировала строить длину 100 сантиметров, то есть метр. Длина платья будет чуть ниже колена на ту персону, на которую я буду строить. У меня уже на нее выкройка есть, но это очень удобный вариант показать вам, потому что
такого размера, как бы люди все разные по своим замерам. Поэтому я использую те замеры, которые у меня под рукой есть. Вот. Рекомендую, очень рекомендую, девочки мои дорогие. Пожалуйста, не поленитесь и не экономьте бумагу. Отрежьте этот метр обязательно. Плюс 5 сантиметров, чтобы мы баланс построили переда. 105 сантиметров бумаги. Почему? Если вы построите, ну хотя бы постройте до колена, постройте 90 сантиметров в длину. Когда мы будем моделировать, нам будет очень удобно эту юбочку обводить калькой, затем разрезать и раздвигать на ту ширину, которую нам надо. И вам не придется руками дорисовывать эти линии, понимаете, они у вас уже будут. А если вы построите короткую до бедра, чуть ниже бедра, вам придется на кальке потом с линейкой трудиться, проводить эти лучи, высчитывать между ними расстояние. А у вас уже есть юбка, которая разрежется, раздвинется, и между ними очень легко промерить эти расстояния. А их бывает очень много. Если вы захотите сделать супер-пупер красивую, широкую, с фалдами такими, в которые вставляются жгуты специальные, которые выдерживают вот эти фалды, понимаете? Постройте не меньше, чем 90 сантиметров в длину вашего платья. И это будет ваша основа, которую вы будете впоследствии очень активно эксплуатировать. Вот. И потом предложу вам эту основу перенести на картон, чтобы она у вас не терялась. Что еще? Когда мы сделаем выкройку, нам еще нужно иметь при себе непременно самый дешевый, самый тонкий флизелин. Или же какую-нибудь бязь, которая держит форму, не тянется, абсолютно не тянется, для изготовления макета. Обязательно, если это ваша первая работа, и вы хотите иметь постоянную выкройку, которая красиво любое изделие на вас посадит, вы непременно должны сделать этот макет, который повторяет вашу фигуру. Для этого, дорогие мои, вы купили те же 90 сантиметров или метр, какую вы выкройку делаете этой ткани. Если позволяет ширина. Если ширина у нее 90, значит 2 метра вам надо купить. Но она недорогая. Главное, чтобы она не была тянучей, скользкой. Вот. Самое дешевое купили. Рисунок не имеет значения. Пусть она хоть будет одного цвета, неважно. Вы четко перенесли на эту ткань выкройку. Очень ровно на ней изобразили припуски на швы, очень правильно и плавно изобразили выточки. И четко по этим линиям, не ленясь, мелкими стежочками или швейной машинкой большими стежками, сметали все швы. На спине, если ваше платье по вашему желанию предполагает шов, молнию, густые пуговки, неважно, будет здесь у нас выточка или не будет, неважно. На спине, поскольку мы же будем под саму шейку кроить его, это повторяется ваша фигурка, как пройдет голова в эту дырочку? Нам надо ее разрезать. Можете разрезать здесь, а потом помощник, когда вы оденете, помощник перед зеркалом вам вот здесь просто склеит обычным малярным скотчем. Либо разрежьте здесь, чтобы прошла ваша голова. Вот. И вы прошли в талию. Понимаете? Поэтому я обычно в таких случаях, когда худенькие женщины, когда узенькие бедра, я оставляю разрезанным сзади, собираю это в стык либо иголками, либо на человеке сметываю, либо прокладываю клейкую ленту, которая удержит на момент примерки это платье без перекоса, без лишнего захвата. Но вы в него должны влезть.
И четко по линиям должны все сшить. Швы должны быть все ровненько-ровненько. Если у вас там сантиметр, значит сантиметр от края и везде этот сантиметр. Никакой подгибки вам не надо на макете. Никакой вот здесь вырезать глубже вы ни в коем случае. Все, разрезали, одели. Все выточки сидят на месте, все. И тут вы видите, как-то выточка одна, что-то не так. Вы на себе смотрите, где доработать. Берете карандашик или мел и рисуете. Или булавочкой на себе подправляете. Такое тоже бывает, иногда надо подправить. Но если она села идеально, пожалуйста, вы имеете право кроить на основной ткани. Перед этим проработав эту ткань. Декотировка, если это позволяет. Если декотировки нет, учесть небольшой припуск на усадку, если ткань такая, которая сильно садится. И при этом посмотреть качество ткани. Вы же шьете себе платьице, да? То есть нигде не должно быть затяжечки, узелка, размазанного рисунка, брака никакого недопустимо. Далее, когда вы макет уже использовали, вы его бережно храните вместе с этой выкройкой. И тут пришла зима. Девочки, ну как это ж понятно, мы зимой, мы всю жизнь боремся за наши фигурки, да, мы всю жизнь худеем. Но зимой, как ты не стремись худеть, ты все равно полнеешь, потому что то пирожки, то дни рождения, то Новые годы, да. И вы одеваете свой макет, и о ужас, а он трещит. Так вот, для того, чтобы его использовать еще раз и иметь возможность его моделировать, одеваете его тогда изнанкой наружу, чтобы выточки были видны, швы были видны, и вы могли сориентироваться, что при этом на макете ни в коем случае мы не срезаем никакие защипы, выточки, они остаются целыми. Даже если вот здесь сильно широкая выточка, здесь можно срезать, но оставить хороший запас. И вы просто тупо берете и делаете поуже шовчик, поуже эту выточку. И вот чудо, села идеально. Вот чем хороша эта выкройка, чем хорош этот метод, когда вы всегда на макете можете себя подправить. Летом вы похудели, одели опять этот макет и по старым швам его сшили без всякой проблемы. Вот и все. Вот такое длинное вступление, но я должна была его сделать. Значит, вы себя обмерили, записали в полуобхваты, в половинном размере записали это. Те длины, которые должны быть в полном размере, записали в полном размере. Вот так должна выглядеть ваша шпаргалочка до конца вашей работы с чертежом. Потом я вам покажу ее поближе. Начинаем работу, приступаем. Я объясню, с чего мы начинаем. Значит, у нас есть длина платья, есть ширина платья, у нас есть и грудь, и талия, и бедра. Так мы должны построить базисную сетку. Для того, чтобы базисную сетку построить, необходимо, очень внимательно смотрите, это очень важно, этот листочек нам уже не нужен, от края для баланса полочки мы должны отступить, ну, хоть бы 6 сантиметров. Хоть бы 6 сантиметров. Отступили. Произвольно можно провести какую-то небольшую линию. И уже от этой точки, от этой линии мы откладываем вниз длину нашего платья 90 сантиметров. Рекомендую 90. Не хотите, сделайте чуть ниже бедра. Но это как бы мартышкин труд. Значит, откладываем вниз 90. А сколько ж нам отложить в ширину, чтобы тут поместились мы? Вот как будто бы мы лежим, да? И тут половина нашей спинки, половина нашей переда. То есть это половина нашего тела. Что мы делаем? Записываем. Полуобхват груди. Вот у меня даже шпаргалка вам написана. Вот.
Ширина базисной сетки. Полуобхват груди плюс прибавка на свободу облегания и равна нашей ширине базисной сетки. Свобода облегания очень важна. Существует столько методов кроя и столько таблиц, которые указывают на свободу облегания в той или иной области. Они настолько для ученика заморочены, что лучше использовать на первом этапе вот стандарты. Обычные стандарты, которые я вам сейчас озвучу. Потому что вы запутаетесь. Есть одни и те же мерки, которые указывают на одни и те же свободы на очень прилегающем, плотно прилегающем, средне прилегающем или свободном крое. У каждых методов кроя получаются совершенно разные цифры. Вот в одном нулевой припуск, в другом 2 сантиметра припуск, в третьем и 4, и 6. Понимаете? Чтобы не сломать себе мозг, чтобы правильно применить эти припуски, надо определиться, каким методом кроя вы будете кроить. Если вам подойдет этот метод, тогда вы выбираете припуски совершенно спокойно и совершенно адекватно, не заморачиваясь дальше на просчеты. Значит, для того, чтобы вы полностью повторили свою фигуру, а у нас строится наша базисная сетка на основе обхвата нашей груди на самой выступающей части. Мы ориентируемся на ширину нашей груди. Свободу облегания берете необходимую для вас. Если вы шьете обтягивающее платье, вы можете здесь вообще не добавить припуск, но вы тогда не сможете даже спину согнуть. Поэтому хоть бы 1 сантиметр или полсантиметра, это на самый-самый плотный обтягивающий такой какой-то корсет. Я выбрала, это считается облегающее фигуру платья, 2 сантиметра на полуобхват. Если взять весь обхват, это будет 4 сантиметра. Значит, обхват груди плюс 4, это будет облегающая форма платья, но удобная для ваших движений. Вы захотите присесть, и чтобы у вас не разошелся шов на спине и на попе, понимаете? Вы захотите, допустим, прогнуться красивенько, вот, когда фотографируетесь. Разные ситуации. Поэтому я взяла такие прибавки, которые позволят в платье двигаться. На полный обхват груди 4 сантиметра. Мы строим половину, значит, мы берем 2 сантиметра. Элементарно. У нас полуобхват, значит, и прибавка делится на 2. 4 разделить на 2, это будет 2. Я крою платье 60 размера. Значит, у меня полуобхват 60. 120 полный обхват, а размер 60. Почему? Потому что мы размер определяем по объему нашей груди. Вот и все. Делим его на 2 и получается размер. Я крою 60 размер. Взяла прибавку на полуобхват 2 сантиметра. Если вы хотите, чтобы было, слегка свободное, не сильно свободное, а средне облегающее, возьмите 4 сантиметра. Оно не будет болтаться, вот как моя футболка. Нет. Оно просто вам сделает движение еще более комфортным. Платье еще более красиво лежащим и скрывающим на пышных фигурах ненужные выпуклости, которые дама хочет скрыть. Там на животике, на бедрышках, понимаете, выточки будут его держать пряменько, оно не будет заламываться вот сюда, потому что облегающее будет стремиться туда в ямочку упасть. Понимаете? Возьмите к полуобхвату 3 сантиметра. Не 2, а 3. А на полный обхват это получится 6. Но смотрите, что надо применить при этом. Это очень важно. Когда вы измеряете обхват своей груди, вот смотрите, измерили плотненько, да? Вот в нем уже вот так вот неудобно. Вот просто на себе вот так измерили. А теперь возьмите и добавьте свободу на облегание.
Вот возьмите те же 4 сантиметра, что взяла я на весь объем этой груди. Вот они 4 сантиметра. Приложите вот сюда к краю эти 4 сантиметра и опять сведите концы. Вот видите, всего-навсего вот это на всем объеме будет у вас, вот, когда вы сбоку платьице возьмете и притянете плотно, всего-навсего вот такой кусочек. Вот 2 сантиметра. Вот так вот правильно замерить свободу облегания. Если вас это не устраивает, добавьте еще сантиметр, чтобы получилось 3. И у вас вот запас, разделится он на обе части, и на правый, и на левый бок. В каждый на вот столечко. Видите? Вот так определяется свобода облегания. И вот так везде, на всех своих ширинах, какую вы хотите, какая вам удобна, вспомните мое это правило, оно вам очень поможет. Значит, мы определили, что к полному обхвату груди я взяла 4, разделила пополам, и к полуобхвату это будет 2. Значит, вы тоже берете свою свободу облегания и приплюсовываете к половине обхвата груди. Это и будет ширина нашей базисной сетки. Значит, здесь пошли 90, сюда пошли 62, отмерили. У меня, в моем случае 62, вы свою ширину отмерили. И затем просто замкнули эту линию, провели линию здесь вниз, параллельную этой. Мы создали прямоугольник, в котором мы будем работать.